Привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам, как связать эффектный, изящный, но очень простой в своем исполнении ажурный узор спицами. И вы легко, быстро и просто этим узором свяжете вот такую очаровательную кофточку. Узор к тому же является вертикальным, стройнит. И этот узор не очень просвечивает. К этой кофточке имеется описание, которое я вам чуть позже вставлю. Вот схема к этому узору. На схеме указаны только нечетные ряды. Это видно по нумерации. Это лицевые ряды при поворотном вязании и при круговом вязании. И вяжутся они всегда и при поворотном вязании, и при круговом вязании справа налево по условным обозначениям схемы, то есть по схеме. Четные ряды на схеме не указаны. При поворотном вязании это изнаночные ряды. И вяжутся они слева направо по рисунку, как смотрят петли. Конкретно по этой схеме все четные ряды 4, 6, 8, 10 и 12 вяжутся полностью изнаночными петлями. Накиды в изнаночных рядах провязываем изнаночной петлей. Накиды здесь обозначены скобками. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 12 рядов. Провязав последний 11 ряд по схеме справа налево, вы возвращаетесь по изнаночной стороне, это будет 12 изнаночный ряд. Вяжете его слева направо по рисунку, то есть всеми изнаночными петлями. И далее начинаете повторять раппорт узора вверх по вязанию с 1 по 12 ряд. Столько раз, сколько вам это необходимо. Раппорт узора в ряду состоит из 7 петель. Они обведены рамкой, эти 7 петель раппорта. А также на схеме, как вы видите, указаны еще петли перед раппортом и после раппорта. Это петли симметрии. Они вяжутся только один раз. Петля перед раппортом, одна указана здесь, вяжется только один раз в начале ряда. Затем повторяется раппорт узора столько раз, сколько вы его набрали по 7 петель. 7, 7, 7, 7, 7. И в конце ряда только один раз вяжутся 6 петель симметрии. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания этого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на 7. Плюс вы добавляете одну петлю симметрии, которая вяжется в начале ряда, и плюс вы добавляете 6 петель симметрии, которые вяжутся в конце ряда. Плюс добавляете 2 кромочные петли. Этот узор можно вязать, конечно, и по кругу. При вязании по кругу все ряды, и четные, и нечетные, являются лицевыми, и вяжутся все они справа налево. Причем нечетные ряды вяжутся по условным обозначениям схемы, а четные ряды вяжутся по рисунку, то есть как смотрят петли. Конкретно по этой схеме все четные ряды при круговом вязании вяжутся лицевыми петлями. Накиды также провязываются лицевой петлей при вязании по кругу. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания по кругу, ваше количество петель должно делиться на 7. Петли симметрии ни в начале ряда, ни в конце ряда набирать не нужно. Не нужно набирать также кромочные петли, но нужно набрать дополнительно одну петлю для замыкания петель в круг. На спице самым обычным классическим способом набора набираем 23 петли. Это 2 раппорта по 7 петель, 14 петель, плюс 1 петля симметрии в начале ряда, 15 петель, плюс 6 петель симметрии в конце
ряда 21 петля и плюс 2 кромочные петли 23 петли. И провязываем один ряд подготовительный всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю при этом снимаем, последнюю провязываем изнаночной бабушкиной петлей. Мы перешли на лицевую сторону работы и теперь начинаем вязать узор по схеме. Первый лицевой ряд. Вяжем справа налево по условным обозначениям. Мы видим, что здесь все петли обозначены как лицевые. Кромочную петлю снимаем и далее все петли до конца ряда провязываем лицевыми петлями. Я вяжу бабушкиным способом вязания. При круговом вязании удобно вязать петли классическим способом вязания. Вы вяжите так, как вы привыкли. Итак, вяжем все лицевые петли до конца ряда. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Работу разворачиваем на изнаночную сторону, второй изнаночный ряд. Вяжем по рисунку первого ряда. Кромочную петлю снимаем и провязываем ту петлю, какую видим. У нас все петли в первом ряду были лицевые. В изнаночном ряду они у нас выглядят как все изнаночные петли. Все петли с бугорками изнаночных петель. Кромочную петлю снимаем и провязываем все петли изнаночные до конца ряда. Как я уже сказала, вы можете вязать петли не бабушкиным способом, а классическим способом, потому что я далее покажу, как провязывать обозначения и при классическом способе, и при бабушкином способе вязания петель. Итак, вяжем по рисунку первого ряда. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную, вот бугорок изнаночной петли, вяжем изнаночную. Во втором изнаночном ряду мы видим все изнаночные петли, все петли с бугорками изнаночных петель. Провязываем так до конца ряда. Все петли изнаночные. Кромочная последняя петля, также изнаночная бабушкина петля. Вы провязываете кромочные петли так, как вы привыкли. Разворачиваем работу на лицевую сторону, вяжем третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идет петля симметрии. Вот она, вот здесь рамочкой ограничен раппорт узора. И перед рамочкой вот этот ряд, это петли симметрии. Они нужны для того, чтобы начало полотна и конец полотна были зеркальными, одинаковыми, для гармонии. Здесь тоже у нас будут петли симметрии в конце ряда. Итак, провязываем одну петлю симметрии. Это лицевая петля. Провязали. После петли симметрии вешаем маркер, чтобы отделить раппорты от петли симметрии. Далее начинаем провязывать раппорт узора из 7 петель. Лицевая петля. Далее идет 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. То есть вот эта вот галочка с цифрой 2 означает 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания. У меня правая стенка петли лицевой. Вот она, правая сторона, правая стенка петли находится за спицей. Я должна поменять местами
положение этих двух петель на классическое, чтобы правые стенки петель лицевых оказались перед спицей. Для этого я переснимаю по очереди на правую спицу каждую из двух петель, захватывая ее сзади работы за заднюю стенку петли слева направо и переснимаю на правую спицу. Я развернула эти две петли. Теперь правые стенки петель находятся у меня перед спицей, ближе ко мне. А теперь возвращаю эти петли по очереди на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. Ввожу спицу слева направо в обе эти петли сразу и провязываю их за 2 петли, за 2 стенки сразу. Если вы вяжете классическим способом вязания, вам разворачивать петли, как я сейчас разворачивала, не нужно. Вы сразу провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид, делаем накид и 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Вяжем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора из 7 петель. Вешаем маркер после первого раппорта узора. То есть раппорты узора будем мы отделять маркерами, чтобы не запутаться. Начинаем провязывать следующий узор. Лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном вправо. Я разворачиваю эти 2 петли, переснимаю их на правую спицу, возвращаю их на левую спицу и провязываю 2 вместе за передние стенки. При классическом способе вязания вы сразу провязываете 2 петли вместе за передние стенки. Далее накид и 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Мы провязали следующий раппорт узора, вешаем после него маркер. И если у вас есть еще раппорты узора, которые вы набрали, начинаете провязывать следующий раппорт узора из 7 петель. Лицевая 2 вместе, накид 4 лицевые. Вешаете маркер и так вяжете все ваши раппорты. И только в самом конце ряда, после последнего раппорта, вешаете маркер и провязываете 6 петель симметрии. У меня 2 раппорта. Я после второго раппорта повесила маркер, после последнего своего раппорта. И далее вяжу петли симметрии. Лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном вправо. Я разворачиваю эти петли, как я уже показывала, и провязываю 2 петли вместе за передние стенки. У меня бабушкин способ вязания. Далее накид и 3 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 3. Мы провязали 6 петель симметрии. Теперь последняя петля у нас кромочная, изнаночная бабушкина. Так у нас сейчас выглядит вязание. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем 4 изнаночный ряд по рисунку, как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас были 3 лицевые петли в лицевом ряду. Здесь они выглядят как 3 изнаночные. Вот 3 бугорка. Это 3 изнаночные петли. Провязываем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную. 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная петля. Далее накид идет. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идет лицевая петля. Это было 2 вместе в лицевом ряду. Здесь эта петля с большим бугорком, как изнаночная. Вяжем изнаночную. Далее была лицевая петля. Вот она. Здесь она выглядит в этом ряду как изнаночная. Вяжем изнаночную. Маркер, отделяющий петли симметрии, переснимаем. Начинаем провязывать раппорты узора тоже по рисунку. Здесь у нас будут все 7 петель выглядеть как изнаночные.
Накид тоже будем провязывать изнаночной петлей. Вот все бугорки изнаночных петель у нас. То есть провязываем все изнаночные петли. 1, 2 изнаночная, 3 изнаночная, 4 изнаночная, накид провязываем изнаночной петлей, 5 изнаночная петля. В общем, все изнаночные петли, 7 петель изнаночных. Маркер переснимаем, провязываем следующий раппорт узора, тоже все изнаночные петли. 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная, 4, накид провязываем изнаночной петлей, 6 изнаночная, 7 изнаночная. Маркер, отделяющий петлю симметрии в начале ряда, переснимаем. Здесь эта петля выглядит, она была лицевой в лицевом ряду, здесь она выглядит как изнаночная, вот ее бугорок. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную, вяжем изнаночную, кромочная петля изнаночная, бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону, 5 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, провязываем лицевую петлю симметрии в начале ряда, маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем. Далее вяжем 2 петли вместе, вот эти 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Разворачиваем эти петли, переснимая их на правую спицу, возвращаем на левую, провязываем 2 вместе за передние стенки. Далее идет накид, делаем накид и 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых петель. Вот сюда вяжем лицевую петлю над дырочкой, над накидом. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5. Маркер переснимаем, отделяющий раппорт узора. Провязываем следующий раппорт узора. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем эти 2 петли, переснимая их на правую спицу. Возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе за передние стенки. 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Далее идет накид и 5 лицевых петель. 1 лицевая, 2 лицевая, 3, 4, 5. Маркер переснимаем, начинаем провязывать следующий раппорт. Если у вас есть еще раппорты, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид 5 лицевых. И так далее. Маркер переснимаете и опять вяжете раппорт из 7 петель. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид 5 лицевых. После последнего раппорта переснимаете маркер и вяжете петли симметрии, которые у нас вяжутся только 1 раз в конце ряда. 6 петель симметрии. 2 петли с наклоном вправо вместе, 1 лицевой. Переснимаем их по очереди, разворачивая на правую спицу. Возвращаем на левую спицу. Провязываем 2 вместе, 1 лицевой, петлей с наклоном вправо. Накид, делаем накид, 4 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 3, 4 лицевая петля, кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону, провязываем 6 изнаночный ряд по рисунку, кромочную петлю снимаем и провязываем здесь все петли ряда изнаночные до самого конца ряда. Провязываем все петли по рисунку, то есть как смотрят петли. Накид тоже провязываем изнаночной петлей. Все петли у нас в этом ряду изнаночные. Во всех последующих четных рядах также у нас будут все петли изнаночные.
Накиды тоже будете провязывать изнаночной петлей. Больше я изнаночные ряды показывать не буду. Просто вяжете все петли изнаночные. Вот все бугорки изнаночных петель мы видим. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накид тоже изнаночной петлей. И так до конца ряда все петли изнаночные. Переснимая маркеры, вяжете все петли изнаночными до конца ряда. И так провязываете точно так же, как я провязала второй, четвертый и шестой ряд. Вяжете все четные ряды. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Седьмой ряд лицевой. Кромочную петлю снимаем и видим все петли лицевые, то есть петли симметрии и в начале ряда, и в конце, и все петли раппортов узора, все лицевые. То есть мы провязываем все петли лицевые, несмотря на схему, переснимая просто маркеры до конца ряда. Все петли лицевые. Как видите, узор очень простой и легкий. Никаких сложных обозначений здесь нет. Седьмой ряд, все петли лицевые. То есть по рисунку вяжем, переснимая маркеры. Так до конца ряда все петли лицевые, кромочная петля, изнаночная бабушкина в конце ряда. Так вот он у нас уже начинает узор вырисовываться. Накиды провязывайте изнаночной петлей чуть туже, чем обычно вы вяжете, чтобы дырочка была аккуратная и красивая. Сильно, конечно, затягивать не нужно, но чуть туже провязывать необходимо накиды изнаночной петлей. Итак, провязали седьмой ряд. Далее переворачиваем работу на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем восьмой ряд. Кромочную петлю снимаем и вяжем все петли изнаночные петли. Кромочная последняя, а также изнаночная бабушкина петля. Девятый лицевой ряд. Вяжем справа налево. Кромочную петлю снимаем. Провязываем петлю симметрии. Это лицевая петля по схеме. Маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем. Далее начинаем провязывать раппорт узора из 7 петель. 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая петля. Далее идет накид, делаем накид. Далее обозначение стрелка вниз. Это 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я сразу вот эти 2 петли провязываю вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Ввожу правую спицу внутрь, сразу 2 этих петель, захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сначала разверните эти 2 петли, как я уже показывала, разворачивают петли, а затем точно так же, как и я сейчас провязала, провяжите 2 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Далее идут 3 лицевые петли. Вот здесь раппорт заканчивается. 3 лицевые петли. Провязываем. 1 лицевая, 2, 3. Маркер, отделяющий раппорт узора от следующего раппорта, переснимаем. Вяжем следующий раппорт. 2 лицевые, накид, 2 лицевые петли, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Я их провязываю сразу. 2 петли за задние стенки при бабушкином способе вязания, 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2, 3. Провязали
Следующий раппорт, переснимаем маркер, вяжем следующий раппорт, 2 лицевые накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Провязываем так друг за другом все раппорты, разделяя их маркерами. После последнего раппорта вешаем маркер и в конце ряда провязываем 6 петель симметрии. Вот они отделены этой линией. 2 лицевые петли, 1, 2, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю сразу, не разворачивая эти петли за задние стенки. Далее идут 2 лицевые петли, 1, 2 и кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем 10 изнаночный ряд по рисунку всеми изнаночными петлями. Кромочную снимаем, первую и последнюю провязываем изнаночной бабушкиной. 11 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, провязываем лицевую петлю симметрии, переснимаем маркер, отделяющий петлю симметрии. Далее начинаем провязывать раппорт узора. 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая петля, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки. Далее 2 лицевые петли, 2 лицевые. Маркер, отделяющий раппорт узора, переснимаем. Провязываем следующий раппорт узора. 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2, 3, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я ввожу спицу сразу в эти 2 петли, вовнутрь захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания 2 лицевые петли. Маркер переснимаем. И если у вас есть еще раппорты, вяжем следующий раппорт. 3 лицевые, накид, 2 вместе влево, 2 лицевые. Маркер переснимаете, вяжете следующий раппорт. 3 лицевые, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевой петлей, 2 лицевые. После последнего маркера вешаете маркер. После последнего раппорта вешаете маркер и провязываете 6 петель симметрии, которые вяжутся только один раз в конце ряда. 3 лицевые петли, накид, провязываем 1 лицевую, 2 лицевую, 3, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево, провязываем 2 петли вместе за задние стенки с наклоном влево, лицевая петля. Провязываем лицевую петлю и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Работу разворачивайте на изнаночную сторону и вяжете 12 изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. Накиды тоже провязываете изнаночной петлей. Первую кромочную снимаете при этом, а последнюю провязываете изнаночной бабушкиной петлей. И далее, друзья, повторяете раппорт узора после 12 ряда, опять начиная вязать с первого ряда. Вяжете первый ряд всеми лицевыми петлями, потом вяжете 2, 3, 5, 7, так до 12 ряда. И опять начинаете повторять узор с первого ряда. Друзья, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Если вам понравился узор
и понравился мастер-класс, поставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставьте ваш комментарий. Пока-пока.